Что мешает быть счастливым в отношениях? Каждый человек хочет найти счастье в отношениях с близким человеком, но иногда даже самый близкий человек кажется тебе каким-то бесконечно далеким. В чем же здесь дело? Почему мы не можем найти счастье с человеком, которого вроде бы как любим, он нам говорит, что он нас любит, вроде бы, вот оно счастье, но счастья этого нет. Меня зовут Евгений Масеев, я психиатр и психотерапевт, и сегодня мы поговорим с вами о 5 распространенных вещах, которые мешают быть нам счастливыми в отношениях. Если вам эта тема интересна, ставьте лайк под видео, подписывайтесь на мой канал, чтобы не потерять меня, и мы с вами начинаем. Первое, что подрывает счастье в отношениях, это отсутствие доверия и честности. Если люди друг другу не доверяют в отношениях, то даже если они вроде как близки, где-то вот живут вместе или много общаются, у них начинает повышаться уровень какой-то вот тревоги, подозрительности, и затем это может привести к отчуждению. Нужно понимать, что доверие формируется постепенно, а пропадает доверие единомоментно в связи с каким-то вот одним предательством или обманом. То есть мы, когда с другим человеком сближаемся, мы его узнаем и начинаем как-то вот понимать, что человек что-то сказал вчера, сегодня это оказалось правдой, вроде бы, значит, можно ему верить. Вот так доверие наше в отношениях, оно растет вместе с этими отношениями, а подрывается обычно доверие в связи с каким-то, предательством, какой-то крупной ложью. В такой ситуации, когда я понимаю, что человек говорит не то, что на самом деле думает, или не то, что на самом деле делает, я перестаю ему верить в целом. То есть в таком случае я постоянно нахожусь в тревоге и в подозрительности, потому что мне каждый раз нужно думать, вот то, что он сказал, стоит этому верить или этому верить не стоит. Поэтому очень важно, чтобы в отношениях было достаточно доверия, чтобы если у вас есть кризис доверия, чтобы вы его как-то проработали в своей терапии, своими личными терапевтами. Счастье невозможно выстраивать без открытости и честности в отношениях, потому что иначе вы очень много такой психической энергии, очень много своего внимания будете тратить на эту подозрительность, и у вас не будет оставаться энергии на счастье. Вторая проблема — это недостаток общения. Часто бывает так, что люди общаются формально, то есть люди общаются, может быть, даже живут вместе, но у них нет таких моментов искренности. Они говорят о каких-то таких формальных, бытовых вещах, но совершенно не делятся своими чувствами, какими-то чаяниями, переживаниями, надеждами. В таком случае между людьми, хоть они вроде бы формально общаются, формируется такая эмоциональная пропасть, и люди находятся в отношениях только формально. На самом деле они не находятся в отношениях и не получают счастья от этого. Люди как будто бы одиноки рядом в таких отношениях. Поэтому очень важно, чтобы мы могли в отношениях достаточно общаться, быть достаточно открытыми, чтобы мы могли получать поддержку от другого человека. Нам важно слушать другого человека и понимать, что он тоже нас слышит. Третья проблема — это нереалистические ожидания от партнера. Часто бывает так, что особенно когда мы влюблены, нам кажется, что другой человек с помощью своей эмпатии, он как-то должен меня почувствовать, он должен меня просто узнать, чего я хочу, он должен меня понимать просто вообще без слов, и он должен знать, чего я хочу, выполнять все мои какие-то желания. На самом деле идеальных людей не бывает, нет такого человека, который просто как-то в природе полностью соответствует тебе, такой готовый, так сказать, для тебя, полностью соответствует твоим ожиданиям. И нам нужно понимать, что приходится иногда принимать какие-то особенности и черты другого человека. Без принятия особенностей и разности другого человека, возможно, каких-то его недостатков, вы не можете быть счастливыми в отношениях. Здесь у вас есть несколько выходов. Вы можете либо просто принять то, что человек такой, я перестаю от него ожидать, что он будет лучше или как-то изменится. Также вы можете как-то поработать над собой. Иногда бывает так, что я понимаю, что этот человек в принципе мне важен, у него есть черты, которые мне не нравятся, но я в принципе могу отказаться от каких-то своих убеждений, потому что это не важные мои убеждения, это какие-то краевые убеждения, я могу этим пожертвовать ради того, чтобы быть вместе с близким человеком, потому что он мне важен. Либо у вас остается выход, когда вы понимаете, что вы не можете принять особенности поведения или характера другого человека, потому что это противоречит вашим осевым, таким центральным ценностям, взглядам и принципам. То есть поведение этого человека, этот человек и его качества для вас неприемлемы. И когда вы это поймете, то у вас остается единственный вывод, что вы с этим человеком не можете быть счастливы, потому что вы не можете его принять. Он неприемлем для вас из-за ваших каких-то принципов и взглядов. Вы можете оставаться в этих отношениях, просто не ожидать, что вы будете в них счастливы, либо вы можете быть счастливы, но не в этих отношениях, а где-то без отношений или в отношениях с другим человеком. Еще одна преграда к счастью — это неумение выражать и воспринимать чувства. Часто бывает так, что люди в отношениях боятся показаться уязвимыми и не делятся своими эмоциями. Также есть переживание, что я не совсем пойму, что другой человек чувствует, поэтому я его не спрашиваю, что он чувствует. Я стараюсь как-то на эмоциональные темы вообще не заводить разговор. В таком случае человек лишает себя совместно пережитого эмоционального опыта.
А это очень важная вещь для того, чтобы вот люди в отношениях чувствовали себя счастливыми. Именно для этого мы устраиваем романтические какие-то там встречи, совместные путешествия, какие-то там походы куда-то. То есть мы совместно переживаем какие-то яркие эмоции или острые эмоции, может быть какой-то адреналин, но эти эмоции переживаются совместно, и мы получаем совместный эмоциональный опыт, который нас сближает, и мы чувствуем себя, ну что ли, более радостными, как следствие, счастливыми в отношениях. Когда люди стараются в отношениях как-то вот, ну, чтобы было поменьше эмоций, то есть я сам эмоции не выражаю, с другим человеком на эту тему не разговариваю, люди, ну, эти отношения делают такими выхолощенными и холодными. Со стороны кажется, что отношения идеальные, но они вот такие сухие и пресные. Люди, когда в отношениях не говорят о чувствах, они не переживают совместный эмоциональный опыт, они лишают себя радости, а как можно быть счастливым без радости? Я сейчас запускаю очередной поток своего курса про отношения. Мы там говорим о том, что же такое отношения с нарциссом, когда вот разрушительные отношения, чем они отличаются от таких здоровых гармоничных отношений, как выйти из разрушительных отношений с нарциссом и как восстановиться после выхода из этих отношений. Это очень важная тема, потому что часто ко мне в терапию приходят люди, которые ранее были вот в разрушительных отношениях, там, с нарциссом, психопатом, с каким-то абьюзером. И вот вроде бы отношений этих уже нет, но из-за того, что травма осталась, следующие отношения, они вот повторяются. То есть опять же откуда-то берется вот очередной какой-то нарцисс, абьюзер. Как это так происходит? Почему вот из всех возможных мужчин, из всех возможных женщин человек выбирает себе именно такого же, какой был раньше? Потому что травма не закрыта. Мы стараемся на курсе, так сказать, перелистнуть эту страницу своей жизни для того, чтобы с чистого листа уже дальше писать свою жизнь, идти в отношения, наполненные счастьем. Но еще одна очень важная проблема — это когда в отношениях нет уважения к личным границам. В отношениях важно, чтобы люди договорились, и там, где вот они желают нужным, провели границы, и чтобы другой человек эти границы уважал, чтобы это была какая-то взаимодоговоренная вещь. Часто бывает так, что людям кажется, что вот, ну, вот отношения нужно начинать с какого-то такого бесконечного слияния, люди как будто бы влетают в такую созависимость, мы теперь все будем делать вместе, потому что мы такие две любимки, ты что, мне не доверяешь, расскажи мне пароли о своих, там, не знаю, телефоне там, и ноутбуке. Или, предположим, если другой человек говорит, мне нужно идти в спортзал, а партнер говорит, как ты пойдешь в спортзал, ты же там будешь с другими людьми, а я, мы только вместе можем пойти в спортзал, либо ты никуда не пойдешь. Люди не могут быть счастливыми в отношениях, где кто-то нарушает границы другого партнера, потому что один человек тратит много энергии на то, чтобы, так сказать, атаковать эти границы, второй человек тратит много энергии, чтобы обороняться. То есть я постоянно думаю, чтобы следить за тобой, а второй человек постоянно думает, чтобы как-то, ну, избежать из моей слежки. Когда эти люди могут быть счастливыми в отношениях? Не остается времени, у них не остается сил, чтобы быть счастливыми в отношениях. Люди не могут быть счастливы в отношениях, если в отношениях не проведены четкие и ясные границы личного пространства и личного времени каждого из партнеров. Если вы вроде вот как узнаете эти вещи, о которых я говорю, что вот в ваших отношениях что-то такое есть, но при этом сложно понять, что сделать, и вы чувствуете, что все равно вы несчастливы в отношениях, вы можете записаться ко мне на личную консультацию. Под этим видео в описании есть ссылки на мои соцсети, пишите мне там личное сообщение в любую соцсеть, договариваемся, я записываю вас. Дело в том, что вот общие знания, какие-то наметки, они важны, что в принципе ориентироваться, но иногда вот конкретно к своей собственной ситуации нужно как-то подойти индивидуально. Ну, непонятно, что у меня происходит. Опять же, часто бывает так, что поскольку мы к себе предвзяты, я вроде бы как очень много чего знаю, но в себе это не вижу, просто не могу это заметить. Для этого нужна помощь психотерапевта, чтобы с этим проработать как-то более профессионально. Также поделитесь, пожалуйста, в комментариях секретом своего счастья в отношениях. Какие вещи, как вы считаете, в ваших отношениях очень важны для того, чтобы вы чувствовали себя счастливым. Это будет очень важным таким приятным дополнением к моему видео. Я буду вам благодарен, если вы поделитесь своим опытом. Если вам это видео понравилось, обязательно поставьте лайк, подпишитесь на мой канал, чтобы не потерять меня. Берегите себя и своих близких, и до встречи в следующих выпусках.